Всем привет! Рад приветствовать вас на моем канале. Самые актуальные новости про Одессу и ситуацию в целом. Совсем недавно одесситы отметили юбилей 300-й воздушной тревоги. Хочу подчеркнуть, что как ни крути, сегодня война для Одессы уже не первый день набирает обороты. И пусть противотанковые ежи давно сняты с дорог, а глаз одессита привык к вооруженным людям в форме, по-прежнему в воздухе витает горький привкус войны. Раньше удары ракетами наносили ночью, дневные воздушные тревоги порой расслабляли одесситов своей безрезультативностью, но это было раньше. Ситуация меняется с каждой неделей, и под вой сирены все меньше и меньше можно встретить прогуливающихся беспечно людей. В такое время царит некий напряг и дискомфорт, но это Одесса, детка. Здесь всегда было по-другому. Туманы над волной покрыты перестой. Одесса продолжает жить своей жизнью. И вот что хочется сказать. Из-за обилия фейков и ложной информации, витающих в сети, многие люди теряют нить действительного, веря в то, что им хотят внушить, и уже не вполне адекватно воспринимают ситуацию. Настроения у одесситов разные. В одном сходятся все. В том, что эта война уже надоела, и пора ее заканчивать. Когда будет конец, даже намеков нет. Миллионы людей, пострадавших и страдающих от войны, не ждали ее и не хотели. Адекватные жители своих стран анализируют и сопоставляют события. Мирные жители хотят конца этих страшных событий, а не их продолжения. Но, видимо, кто-то где-то решил по-другому. Таким путем мы к миру не дойдем. То есть вот только через действительно доброе сердце и желание, чтобы это все как можно быстрее закончилось. Остановитесь! Потому что хочется наш век проживать все-таки в других обстоятельствах. Жаркая уборочная кампания в Одесской области завершена. Учитывая военное состояние и засуху, собрано более 50% от показателя, который область получала в лучшие годы. Пейзаж в Черном море поменялся. Последние полгода с побережья Одессы можно было увидеть это. Сейчас все чаще и чаще можно увидеть суда, отбывающие по зерновым коридорам с очередной порцией нашего зерна. И вот очередное судно уходит кормить Ирландию, как бы Украине самой без штанов не остаться. Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл. Ломай меня полностью. Но это далеко не все, в кавычках, хорошее, что сейчас происходит в мире. Планета не ищет легких путей. И ко всему теперь о теме, которую все подзабыли или отложили в долгий ящик. Новый штамм коронавируса медленно, но уверенно начинает вновь напоминать о себе. После январских пиков заболеваемости COVID-19 на эпидемиологическом фронте страны, казалось бы, наступило затишье, но ненадолго. В конце июня кривая заболеваемости опять пошла вверх. Причина – появление нового варианта коронавируса – омикрон BA5. Так и хочется сказать. И давайте все вместе. Видели мы уже кучу этих штампов. Если согласны, ставьте лайк. Из Одесского зоопарка на свободу выпустили 14 ястребов. Ничего необычного, просто в гости прилетел ястреб. Черное море не всегда гладкое и спокойное. Раз за разом из-за частых смен на штормовые погоды, вероятно, дрейфование мин у побережья Одещины. Потому возрастает опасность отдыха в пляжной зоне. Пресс-служба Одесского оперативного командования в очередной раз предупреждает: опасность отдыха в пляжной зоне слишком высока. Вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины. О минной опасности извещают также таблички на территории пляжей в Одессе. Но вы же понимаете, ничего нельзя, но в принципе все можно. Находятся авантюристы, желающие поплавать в водичке и понежиться на солнышке. Ничего особенного, просто к берегу прибило мину. Но если уже решили нырнуть, не забывайте о мерах предосторожности. Одесса, как обычно, мелькает в очередных фантазийных сводках. На этот раз уже на таможенной площади размещены бронетехника и крупнокалиберная артиллерия подразделений ВСУ. Вот это поворот! В следующий раз пойду за хлебушком, сделаю селфи с танком. Ну ничего себе, сходил за хлебушком. Одесситы знали бы о таких видах вооружения. Это не коробка и не ящик, их никуда не спрячешь. Представляю, какой кипиш устроили бы местные. Да я не вызову, я в милиции тебя пропишу. Учение «Свет» на сайте президента появилась петиция с предложением разместить в университетских бомбоубежищах пивбары. Барехня.
чтобы стимулировать студентов посещать универы в военное время. Эх, бухнуть бы. Давай бухнем. Бухнем. Литр, 2, нет, 3 литра бухла возьмем, побухаем. Бухнем. Чуть-чуть бухнем. Пару слов о захвате Одессы. Не знаю кто как, а по-моему, из Одессы никто уезжать не собирается. По крайней мере раньше свет в многоэтажках горел от силы в 10 квартирах, а сейчас чуть ли не в каждой. Наличие большого количества авто на дорогах также это подтверждает. Одесса всегда была космополитическим городом, и его население всегда с радостью принимало всех желающих посетить наш удивительный город. У нас нет чужих, у нас все свои. Теперь несколько слов о ситуации в целом. Свои прогнозы по поводу развития событий на фронте сделал военный эксперт Олег Жданов. Я вижу 3, даже можно сказать 4 направления, хотя 4-е маловероятно, но тем не менее. Скорее всего, южно-букское направление будет главным ударом. Это Криворожское, там на правом берегу Днепра. В какую сторону они пойдут, я думаю, что могут пойти и в сторону Вознесенска. Некоторые эксперты, аналитики говорят, что могут пойти в сторону Никополя. В любом случае, они вряд ли пойдут на Кривой Рог, потому что они города Северодонецк и Лисичанск их научили, что города надо обходить, а не штурмовать их в лоб. И Мариуполь в том числе. Тоже их научил. Потом они собираются, я так понимаю, имитировать масштабное наступление на Донецком направлении, на Харьковском направлении и, возможно, на Запорожском. Возможно. Вот это 4-е, которое... И вот эта иллюзия, главная задача вот этой иллюзии будет в том, что, да, они реально будут воевать, да, они реально будут наступать, на мой взгляд. Вряд ли они сядут в глухую оборону. Но главная задача вот этого наступления при таких малых силах, которые у них есть на сегодняшний день, это создать у нас впечатление, что сегодня опять 24 февраля. И заставить нас, я думаю, что на пике вот этих наступательных возможностей российских войск будет предложено сесть за стол переговоров. Почему? Потому что России сегодня кровь из носа, нужно перемирие. Под любым соусом. Нужно прекращение огня. Временное, невременное, любое. Просто им надо прекращение огня. Иначе они не смогут провести референдумы на тех территориях, которые они захватили. А дальше они будут стараться это перемирие, прекращение огня использовать для перегруппировки и накопления сил. И оно может затянуться и на месяц, и на полгода, до формирования новой ударной группировки в Российской Федерации. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Одессе, по крайней мере в ближайшие месяцы, вряд ли грозит наплыв в кавычках туристов из соседнего государства. Подписывайтесь, будут еще новости из Одессы.